Еще 100 лет назад она была приговором, смертельной болезнью для большинства заразившихся. Рассмотрим сегодня один из подарков богини Венеры – сифилис. Здравствуйте, мои хорошие! Сифилис – это венерическое заболевание, передающееся в основном половым путем. Такое необычное название недетская болезнь получила с легкой руки итальянского врача и поэта XVI века Фракасторо. В одной из его поэм пастух по имени Сифилус был наказан этим недугом за неуважение к королю. Возбудителем сифилиса является микроорганизм из отряда спирохет – бледная трипанема, соседствующая с человеком на протяжении тысячелетий. Существует несколько теорий о том, откуда пришел сифилис, и споры в научных кругах по этому поводу не утихают последние 500 лет. А многие американские специалисты называют родиной болезни Европу, на что их европейские коллеги уверяют, что сифилис не был знаком Старому Свету до возвращения команды Колумба из Америки. Да и ни в одном из трактатов древних врачей заболевания, похожие на сифилис, не описываются. Считается, что сифилис был достаточно широко распространен среди знатных и известных людей прошлого. А к знакомым с ним не понаслышке причисляют Христофора Колумба, Лукреция Борджиа, Винсента ван Гога, Наполеона, Шуберта, Бетховена, Линкольна, Мопассана, Гитлера и многих других. Если говорить о возбудителе сифилиса, о бледной трипанеме, то это достаточно слабый микроб, который комфортно чувствует себя лишь в человеческом организме, а вне его погибает в течение 3 минут, не выдерживая воздействия окружающей среды. Основной путь заражения трипанемой – половой, но не исключен и бытовой путь, когда трипанема попадает на посуду, постельное белье и так далее из распадающихся гум больных с третичной стадией сифилиса. А также возможно заражение сифилисом через кровь. Исходя из статистических данных, сифилисом чаще всего страдают наркоманы, проститутки, гомосексуалисты и люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. С момента попадания в организм человека спирохеты уже можно говорить о начале заболевания. Проникнув через микротрещины кожи или слизистых оболочек, возбудитель болезни начинает быстро размножаться и распространяться, используя лимфатическую систему по всему организму. В классическом течении сифилиса различают 4 периода – инкубационный, первичный, вторичный и третичный. Инкубационный период сифилиса в среднем составляет 3-6 недель. Это время от заражения до проявления первого характерного симптома сифилиса – твердого шанкра. В течение инкубационного периода заболевший человек не испытывает никаких отклонений в состоянии здоровья. А твердый шанкр – это глубокая безболезненная язва округлой формы, возникающая на месте внедрения бледных трипанем. Именно его появление и дает старт отсчету первичного периода. А размеры шанкра различны и колеблются в пределах от 1 до 4 мм. Параллельно с появлением шанкра возможно и увеличение лимфатических узлов в паховой области. По времени первичный период длится около месяца, завершаясь появлением сыпи и заживлением язв, на месте которых образуются рубцы. Характерная для вторичного периода сыпь носит романтическое название ожерелье Венеры. А в основном она локализуется на груди и спине и имеет вид бледно-розовых пятен или множественных кровоизлияний. Возникновение сыпи объясняется попаданием бледной трипанемы из пораженных лимфоузлов в кровеносные сосуды с последующим распространением по всему организму. Классические симптомы вторичного периода – общая слабость, повышение температуры до 37-38 градусов Цельсия, кашель, насморк, а в редких случаях развитие конъюнктивита. При отсутствии лечения через 2-3 года вторичный период сифилиса сменяется последним, третичным периодом, когда уже происходит поражение многих органов и систем организма. Как правило, в этот период больные жалуются на лихорадку, боли в костях, появление под кожей узлов, гум, которые вскрываются и образуют болезненные и незаживающие язвы. Третичный запущенный сифилис вызывает параличи, глухоту, поражает нервную систему, больной то впадает в депрессию, то испытывает необычайный творческий подъем, а разрушению подвергаются аорты и печень.
Под кожей возникают сифилитические скопления клеток, которые изъязвляются в костную ткань и по заживлении вызывают необратимые деформации скелета. Завершается болезнь мучительной смертью. При подозрении на сифилис незамедлительно следует обратиться к дерматовенерологу, так как для постановки точного диагноза требуется целый ряд обязательных лабораторных исследований. Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем эффективнее оно будет и тем меньше займет времени. Помните, не существует никаких народных средств, которые способны вылечить сифилис, и только врач может назначить правильное лечение. А для лечения сифилиса традиционно применяют препараты висмута, йода и антибиотики пенициллинового ряда. В зависимости от стадии заболевания проводят несколько курсов лечения, чередующихся с небольшими перерывами. А лучшая профилактика и защита от сифилиса – это воздержание от случайных половых связей. Не забывайте, что использование презерватива только снижает риск заражения половыми инфекциями, но не дает полной гарантии. Берегите себя, не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!